Всем привет! Финальный босс 8 сезона, первая фаза до усиления. В данном ролике рассмотрим команду горения. Будет два варианта, также немножко по заменам пройдемся. Первый вариант будет более простенький, самый доступный, через Дурема. И также будет сложная в реализации команда через Ашетиуса, но который наносит прям много урона, но придется помучиться. Также по заменам. Если у вас есть Крисос, то можно поставить его вместо Синарелла. Можно будет ему за счет сета и в рунах дать много ускорения, прям по максимуму. И в идеале сделать цикл 15 секунд. Можно, конечно, обойтись и без этого. Команду он будет держать, даже без своего артефакта. Я пробовал. В принципе, у меня второй вариант команды, как раз таки он там без артефакта держит всю команду. Без каких-либо проблем. Просто с Крисосом будет урона немножко больше. Также, если нету Пайкстона, то можно поставить Чорака с артефактом, если у вас он есть. Либо по старинке ставим Бикса, если нету ни Чорака, ни Пайкстона. Ну что ж, приступим к разбору команд. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Первый вариант самый простенький, через Дурема. Я сам бью через Ашетиуса, то мы потом уже рассмотрим. И именно эту команду мы рассмотрим через код. Она набивает порядка 600 миллионов урона, что в принципе неплохо. Расстановка у нас вот такая. Здесь с краешку стоит Карф, следом Дурем, Пайкстон. Либо это будет у вас Бикс, либо Чорак, кого вы там поставите. Тут Синарелл, либо Крисос. И тут будет стоять Зракс. Ну и Пета сюда ставим. Тайминги используем вот такие. Синарелл и Зракс у нас без старта, цикл 15 секунд. Питомец также без цикла. Ну и далее, соответственно, Карф, Дурем, и сверху все это дело накрывает уже Пайкстон. Синарелл у нас с посохом, сет и мифик на щиты. Также вот эти таланты ему даем. И в рунах, соответственно, атака и ускорение. Зраксу даем вот эти таланты, кучу точности. Он у нас будет раздавать точность. И в рунах по максимуму выкачиваем именно скорость атаки. Чем больше, тем лучше. То есть даже в ущерб каким-либо другим характеристикам. Если есть руны, где больше проков на скорость атаки, ну допустим нету просто атаки, либо еще что-нибудь там, шанс крита, крит урон, ставим именно там, где самые больше проки на скорость атаки. Дурем полностью урон и точности в принципе хватает ему 125, так как нам еще будут раздавать точность, поэтому столько нам в принципе хватает. Таланты вот эти. Пайкстон со сферой, также раздача урона вокруг себя, раздача атаки, точность не забываем, просвещенность ему здесь можно не брать, и вот эти таланты ему даем. Ну и Карф, даем ему вот эти таланты, также шмотка на дебаф, раздача атаки, в рунах ловим ускорение и точность. Ну и атаку, соответственно, верха у нас на атаку и ускорение с бездны сет. Самый лучший, в принципе, для данной команды. Ну и артефакт ракушка. В принципе, ничего замысловатого. Весь урон уже будет зависеть от того, насколько хорошее у вас снаряжение, как вы их соберете, сколько скорость атаки сможете дать Зраксу, сколько хорошо одет у вас Дурем. Ну и если вы сможете дать ускорение где-то там в рунах нашим персонажам, то, соответственно, можно нанести больше урона благодаря более частым боевым навыкам и уменьшению цикла. Ну и перейдем уже к команде с Ашетиусом для тех, кто его давно еще там собирал, для тех, кто в него верил. Команда сложная в реализации, нам нужно будет очень много рун с ускорением, прям хорошие проки. Причем нам нужно будет даже игнорировать там мейн стат какой-либо. Нам главное именно поймать ускорение. Неважно, даже если это будет просвещенность, которая сюда вообще никак не заходит, но там хороший прок на ускорение, мы будем ставить эту руну. Потому что нам нужно здесь очень-очень много ускорения. Тайминги я использую вот такие здесь, это очень важно. Также питомец тоже у нас на 30 секунде, кулдаун и старт 21,5. Также и Крисос. При моем ускорении мне чуть-чуть не хватает, поэтому я его сдвинул. Можно, в принципе, поставить его раньше, если вы сможете сделать ему цикл тоже 15 секунд. У меня хоть здесь и стоит 15, но у меня на самом деле тут чуть-чуть меньше, потому что 2 ускорения, 2 единицы.
не хватило на него добрать. Поэтому я долго подбирал, сдвигал. И, в принципе, если у вас будет такая же ситуация, когда я буду снаряжение показывать, обращайте внимание обязательно на ускор. То есть, если у вас будет такой же ускор, как у меня, на Крисосе тоже будет недобор, то, соответственно, можете использовать именно вот этот тайминг. Ну и остальных вот такой вот цикл. Первый у нас будет Карф, следом Дурем, сверху накрывает все это Пайкстон, и на 14,5 будет ультовать Ашетиус. Тут суть примерно такая же, как у нас была с призывом. Мы будем вызывать именно 4 руки. Когда у нас столько целей, для Ашетиуса это просто вообще рай. Поэтому именно здесь он и заходит. Давайте я вам покажу. Ашетиус сам по себе заливается, поэтому ему ускорение здесь не нужно. Одеваем его максимально в урон, даем именно вот эти таланты. Также обратите внимание на таланты, они будут отличаться с прошлой пачкой, потому что другая механика идет. Если мы играем через Дурема, то там у нас урон идет от переизбытка стаков горения. То есть, когда у нас идет сверхлимита, у нас происходит взрывы. Здесь у нас идет активация взрыва вручную через Ашетиуса. Поэтому таланты мы также берем уже здесь другие. Крисос у меня 68 ускорения здесь, поэтому, как я уже показывал, тайминги свои ставьте, в принципе, такие же. Если у вас получилось все-таки сделать 70, то можете сдвинуть чуть его там пораньше, потому что я сделал с расчетом, что он будет чуть-чуть съезжать. Шмотка на дебаф, все в атаку, тут тоже атака. Таланты используем вот эти обязательно. Верха с бездны, атака, точность. Тут у меня получилось, еще и повезло, что руна на точность на 4 прока. И тут тоже 3 прока, руна на атаку. 72 ускорения, даже на 2 больше, чем нужно. То, соответственно, Карф у меня входит в цикл 15 секунд. Пайкстон у нас в сете кукольника и раздача точности. Так как он в кукольнике, верха мы ему не сможем поставить ускорением, соответственно, ставим ему часы. Другого варианта здесь, в принципе, вообще нету. Поэтому в любом случае придется ставить именно часы. Таланты также берем вот эти. Ну и точности, чем больше, тем лучше, чтобы он больше раздавал. Дурем, броня и перчатка у меня на урон, но верха в любом случае придется брать именно с бездны. Пытаемся там поймать и точность, и шанс крита, и крит урона. Ну, короче, как-то вот так. Чтобы он и урон мог наносить, но и ускорение в любом случае нужно делать 70. Таланты берем вот эти. Нужно будет точить просто кучу рун. Соответственно, я надеюсь, хлеб вы с кризиса потратили именно на руны, иначе у нас ничего не получится. Точности 165 мне здесь, в принципе, хватает. Тут у меня также повезло. Рунка у меня на крит урон. 3 проками, поэтому, ну, в принципе, хватило. Кстати, небольшой прок, тут у нас еще есть куда расти, но 71 есть, поэтому нормально. Да, и не удивляемся, то, что верха с бездны, это именно нам необходимо. Ну и, собственно, в чем здесь фишка и как вообще что происходит? Почему нам нужен именно такой скор? Почему мы не ставим ни в коем случае ракушку сюда? Нам не нужны дебафы перед первым скиллом. То есть, когда босс кастует этот скилл, на нем должны быть только усиления. Никаких ослаблений вообще. Если будет хоть одно ослабление, именно из-за этого мне пришлось сдвигать Крисоса, чтобы штраф атаки здесь не висел никогда. То есть до конца боя циклы должны идти так, чтобы здесь у нас были только усиления, и он призывал 4 руки. То есть 4 цели плюс босс. Все эти призванные существа набирают стаки горения, ну и также босс. У нас будет, получается, первый раз Ашот ультовать, не по максимуму стаков, а вот уже вторая ульта перед тем, как цели будут пропадать, уже будет на максимум стаков, там будет уже прям мощный такой взрыв происходить. И плюс Дурем уже будет вешать по 10 стаков как раз на втором цикле. Ну давайте посмотрим, как проходит бой, чтобы вы, в принципе, поняли, что тут вообще происходит. Также, если вдруг вам удастся на Дуреме собрать много точности, то с Пайкстона можно, в принципе, убрать будет раздачу точности и поставить шмотку на раздачу урона вокруг себя. У меня так не получилось. Я, получается, больше урона тогда теряю, но если у вас получится, то можете сделать так. Так, обратите внимание, что у нас здесь вообще происходит. Вот пошел первый цикл. Тут у нас, видите, немного стаков горения, в принципе, висит. Но сейчас будет ульта. Тут уже, видите, по 18, что для Ашота, в принципе, ну, уже многовато. Когда 5 целей, это первый момент. Также, почему у нас здесь 4 руки? То есть это много. Смотрим, как идет у нас цикл. Ультанул у нас Крисос, идет штраф атаки. Он уже вообще пропал. Но так как он начнет сдвигаться, то в итоге он уже начнет приближаться сюда. И при моем ускорении, в принципе, мне хватает времени, чтобы за все эти циклы, со всеми этими съезжаниями у Крисоса он не дойдет сюда. То есть вот сейчас пошел скилл, дебафов не было. Скилл кастанул, все. После этого только начинаем уже накидывать все дебафы. Вот. И так, в принципе, весь бой. Крисос, как вы увидели, у меня здесь без артефакта, хотя артефакт у меня здесь есть. Возможно, конечно, он пригодится после усиления, но, в принципе, и так команда стоит до конца. У
ничего им тут не надо, все нормально живут. Под конец, конечно, тяжеловатенько, но умирать они не собираются, поэтому стоим, не боимся, все у нас ништяк здесь. Ну и, собственно, так до конца боя и бьем. Главное следить за тем, чтобы нам хватило ускорения, чтобы Крисос тоже ультовал как надо, и не было у нас здесь штраф атаки. И не забываем про ракушку. Ракушку мы здесь не ставим ни в коем случае. Или у нас перестанет появляться четвертая рука. Или же вообще может получиться так, что вместо руки вылезет вообще книжка, начнет на нас кидать ослабление в виде разлома, либо штраф атаки. Нам тут это вообще не нужно. Ну и как видите, 3,5 минуты еще у нас уже 570 миллионов. Это довольно-таки неплохой результат. Финальные результаты, в принципе, я показал в начале еще. Кому что непонятно, пишите в комментариях, задавайте свои вопросы, не стесняемся. Либо вступаем в телеграм-канал, там тоже вам всегда ответят. Ссылочки все в описании. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.